Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее, к чему все идет. Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля. Что будет меняться с первых дней февраля? И останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, в самом начале месяца февраля, точнее с последних чисел января, Уран перешел в прямое движение. И это означает, что мы можем узнавать неожиданные новости или сам период может напоминать метаморфозы. И 10 дней не такой уж большой срок, но именно в эти 10 дней мы понимаем, что мы словно на пороге перемен между прошлым и будущим. Когда прошлое пытается от нас оттолкнуться или оно заканчивается, мы можем именно это прочувствовать. А вот что будет дальше? И не отстроилось это будущее, и еще пока так немножко непонятно. Но помним, наверное, 2025 год, и уже тоже где-то с февралем это связано, потому что, как и Уран переходит в прямое движение, и в эту же дату начинается, это 29 числа января, начинается по восточному календарю год змеи, и он нас призывает к мудрости. Нам придется адаптироваться и организовывать жизнь как-то по-другому, с учетом тех перемен, которые будут происходить. Не удивляться. И невозможное возможно. Вот, наверное, на 2025 год основной девиз. Итак, события будущего. Пока мы смотрим 10 дней для вас, мои дорогие козероги. Узнаем будущее. Что же будет меняться? Или это больше, я вижу, ваши собственные интересы будут раскрыты в этом году. И значит, себя поставить на первое место. Или какие-то свои приоритеты. Вот самое главное, наверное. Что вы хотите достичь? Или раскрыть свои таланты по максимуму? Сделать для себя что-то очень хорошо. Найти вот этот баланс, когда все сферы жизни у вас и под контролем, и вас все радует. Первая карта Таро – неожиданности, пусть это будут приятные сюрпризы, а вторая карта – ваша фортуна. Или в чем ваши сильные стороны, позиции, в чем вам повезет. По основным сферам жизни – ваши достижения, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба или документы, энергия денег смотрим на 10 дней, энергия любви и личной жизни и карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте посмотрим, с чем это будет связано. Вообще можно заканчивать наш прогноз, потому что раньше, когда выпадала карта Солнца, говорили, иди, у тебя все хорошо. И даже если какие-то есть нюансы, без них, ну куда, не бывает, правда? Но это благополучное время, все то, что я говорила до этого, до того, как открыла карту, это присутствует в вашей жизни. Для кого-то это бубны, получение денег или решение какого-то важного вопроса по части документов, точнее, иногда бумаги по бубнам тоже проходят. Мы что-то подписываем, согласовываем. У кого-то это по части работы, ну, у кого-то и по части личной жизни. И где-то Солнце – это прообраз нашего эго, это то, что мы хотим осуществить. И дважды этот период будет для вас благоприятен, но тогда карта подсказывает. Помни, Козерог, вот ты поставил перед собой цель, и в ближайшие 6-8 месяцев ты должен этому уделять самое пристальное внимание. Потом где-то ты можешь расслабиться, потом уже пойдет по накатанной. Но пока время твоей активности, концентрации, а, подмечать все то, что происходит вокруг тебя, как меняется обстановка, что говорят люди, делать правильные выводы и себе использовать любую ситуацию во благо. Вот основная концепция сразу, начиная с февраля, но где-то это на полгода как минимум. Давайте откроем. Много будет общения. И информации тоже. По аркану сад это встречаются разные люди. Может быть, даже разного менталитета, разных вероисповеданий. Люди, которые говорят на разных языках. Для кого-то из вас это сами по себе контакты или работа, которая с большим объемом информации, или руководящая должность. Иногда тоже с учетом аркана Солнца для вас может проиграться. Но вам это будет нравиться. Вы будете видеть плоды труда своего, как и в эти 10 дней. И даже если окончательный итог вы пока еще не подводите, но уверенности вам эти 10 дней придадут больше. И вам что-то будет нравиться, мои дорогие козероги, в эти 10 дней. Ну, правда, якорь. Посмотрите, какие у вас карты. Это карта надежности.
Эта карта, может быть, подсказывает о том, что брось якорь в другом месте. Вот у кого-то, поскольку у вас выпадает солнце, и вы задумали какой-то проект, и если все просчитаете, а просчитывать придется, учитывая мелочи, кто знает, может быть, новое направление как раз и станет для вас вот этим самым якорем. Тут ведь двояко. С одной стороны, мы можем стоять на этом якоре до бесконечности и все никак не решаемся что-то осуществить или принять решение. Ну, вот тут у каждого по-своему. Переложите значение этой карты. Но, тем не менее, карта ведь о чем нам говорит? Перемены. И значит, это вот это самое пороговое значение или переход между прошлым и будущим мы должны осуществить. Якорь бросает, как известно, корабль для того, чтобы его не снесло куда-то в сторону. И вот для вас больше определенности дарит, как и этот период, но и вы для вас, для ваших возможностей. У вас 35 число, если мы сложим это в 8, своего рода перевернутая lemniscata. Тут, правда, какое-то даже начинание может быть продолжено с большим сроком реализации. Причем, когда вы будете видеть плоды труда своего достаточно рано, то есть буквально через 6-8 месяцев вы уже можете подводить какие-то итоги или благодарить себя, что вы на что-то решились. Но это будет для вас тоже означать какой-то якорь в жизни. Но вообще сам по себе период 10 дней достаточно стабилен. Давайте откроем, что же еще? Любовь. У кого-то стабильность в отношениях, у кого-то по части работы. Все то, что вам нравится, что вам приносит больше уверенности в себе, хорошего настроения. Ну, сам по себе период 10 дней может подарить и улыбки, и комплименты, и подарки, приятные новости, или пусть даже вокруг вас словно камни с неба, но для вас этот период, мои дорогие козероги, не поддавайтесь настроению, которое может царить вокруг вас. Вы люди надежные и сильные. Лично для вас удачный период жизни, мне нечего добавить, во всех сферах жизни. Будь то деньги, будь то дела, будь то любовь. Неожиданности. Правда, получение денег. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Шестерка пентаклей как помощь высших сил. Поэтому тут скорее приятные сюрпризы или получение ваших гонораров за проделанную работу или какие-то бонусы по деньгам. По этой карте к нам приходит человек, может быть, на помощь. Для тех, кто в паре, это могут быть деньги вашего партнера или деньги родственников. Какие-то подарки тоже могут быть. Но в неожиданностях, мои дорогие козероги, у вас могут попросить в долг денег. И эта карта говорит о том, что ты сохраняй. Обратите внимание, руки тянутся к деньгам. И карта говорит, помни, рука дающего сегодня может завтра стать рукой просящего. Эта карта не рекомендует давать деньги в долг. А вот брать или оформлять кредиты можно. Или даже если у вас патовая ситуация, все же меня смотрят люди из разных стран, как будто есть человек, который поможет вам решить какой-то финансовый вопрос. Может быть, субсидирует или окажет поддержку дельным советом, или буквально все же по финансам. Проанализируйте ваше окружение, и вы обязательно найдете именно того человека, который вас выручит. Давайте посмотрим, в чем же ваша фортуна. Ну, вообще в личной жизни. Поэтому поддержка может быть как через вашего партнера по браку, или, может быть, пока брак не оформлен, а вот именно та дружба душевная, теплая, радостная, всегда проходит по этой карте король кубков наши близкие, искренние отношения. Но и еще, если мы так говорим, в чем фортуна? Конкретно фортуна в деньгах и в вопросах любви. Может быть, вам и придется что-то согласовывать. Помните, наверное, что король кубков – это великий дипломат. И вам где-то дипломатия играет тоже во благо. Буквально помогает не упустить какую-то возможность или договориться с нужными людьми. Давайте мы откроем дела, работа, бизнес, ваши достижения, опять же, возможности, когда у нас могут разбежаться буквально глаза. А выбрать нужно что-то одно. По этой карте само по себе хорошее настроение. Но есть и по этой карте иллюзорность или какая-то прокрастинация, когда мы не решаемся сделать выбор. И поэтому тут у каждого по-своему. Сам по себе период добрый и таких позитивных энергий. Когда не хочется ничего делать, между прочим, вот эти энергии могут быть кем-то из вас прочувствованы. И тем не менее, не теряя времени,
Аркан Солнца говорит именно об этом. И если вы раздумываете о чем-то, стоит ли мне начинать новое дело, стоит ли мне на что-то соглашаться, просчитайте все конкретно, будьте реалистами, проведите вот этот баланс между вашими чувствами и каким-то материализмом. У вас сейчас правильное видение реальной жизни, у вас сейчас сильная позиция, поэтому как и для начинаний, так и для продолжений самое время. Но в принципе это когда хорошее настроение на дела, на работу, на бизнес, на продолжение вашего творчества, вашего хобби и когда вас что-то будет радовать. Деньги. Ну, деньги есть, деньги будут, это факт. Вы, правда, можете, к примеру, погасить даже кредит, для кого это актуально. А для кого-то из вас это рост вашей популярности, и благодаря росту популярности увеличивается и ваш доход. Может быть, получение высокой должности, пусть не в эти 10 дней, но у кого-то проиграется и в 10 дней, а у кого-то сама по себе концепция построения карьеры. Или для кого-то из вас переезд. Работа в интернет, все же мир– это пространство, эфир, интернет или работа из любой точки мира, может быть, и вы начнете что-то изучать. Для кого-то тогда семерка кубков. Это, знаете, когда вам нужно определиться, что бы вы именно хотели. С учетом того, что вы принимаете новую реальность и понимаете, к примеру, я бы хотел переехать, такое вполне вероятно, но мне нужно просчитать, где я буду жить, чем я буду заниматься, откуда ко мне будут приходить деньги. Так вот здесь тогда подсказка. Осваивай какую-то новую технологию. Как подсказки вашей души или шестого чувства, вашей интуиции, они, скорее всего, будут очень правильны. Ведь король кубков, в чем ваша фортуна, это еще и человек интуитивный, поэтому ваша интуиция вам дает и правильные подсказки тоже. Доверяйте сами себе. И вполне вероятно, если вы что-то изберете в плане новых начинаний, или пусть это продолжение, но с каким-то элементом новизны, или на что-то согласитесь, это для вас может означать, вот как по карте мир, и популярность, и возможности, и заработать денег, и одновременно, может быть, путешествовать для кого-то, и быть на высоких должностях. Вот у кого-то тоже так может проиграться. И, соответственно, и денежный эквивалент у вас тоже увеличится. Что же в личной жизни? Нам тут сказали про любовь, но по части любви личной жизни нужно будет принять какое-то важное решение. Может быть, придет какая-то информация. Может быть, это вы с вашим любимым человеком на расстоянии, тогда вы будете искать возможность, как это соединиться, или когда семья тоже не все в сборе, вы будете продумывать, каким образом соединиться. Опять же, здесь есть какое-то намерение, цель, и я всегда говорю по тузу мечей, мы ищем выход, как из лабиринта словно, и мы его наконец находим. Вот правильное какое-то видение, как вам поступить по части личной жизни, это точно, несмотря на то, что у каждого свои задачи, свои интересы, да и своя составляющая по личной жизни. Но для кого-то из вас ведь с учетом аркана сердца, кто знает, и аркана солнца, может состояться новое знакомство. Нам не говорят, что это сразу мы идем под венец, отнюдь нет. И больше карты нас где-то предупреждают, доверяй, но проверяй, слушай свою интуицию. Но и от чего-то не отказывайся, это точно. Здесь может быть какое-то интересное продолжение, а для кого-то по части личных интересов проиграется просто работа. Или пусть это личная жизнь, она именно связана с тем, что вы себе поставили цель куда-то отправиться. Но для этого вам нужно решить вопросы по части вашей занятости. И тогда вот как мы ищем выход из по семерке кубков, потому что мы с вами говорили, 7 кубков взять сразу не можем. Нужно определиться с чем-то одним. И тогда для кого-то из вас 10 дней пройдут именно в том, что вы будете искать выход, и вы его найдете. Или вы стоите на выборе, тогда вы его тоже совершите. Пусть хоть и на личную жизнь выпало, но не всегда все же это про любовь. Но для тех, кто в паре, любовь, правда, ну что тут нечего сказать. Об этом нам сказали Ленорман. Это, в принципе, гармония в вашей семье, порядок, когда друг друга все понимают. Ну и вообще, мои дорогие, карта совет, праздник. Впусти праздник в свою жизнь, Козерог, вам говорят. Не будь где-то к себе предвзятым, не будь к себе слишком требовательным, будь легок на подъем, рассматривай разные варианты. Не жди от людей очень многого, будь к ним снисходителен, но самое главное, будь добрее к самим
в себе. Совмести вот эти энергии, и праздник войдет в твою жизнь. Впусти буквально радость. Она уже у вас на пороге. Поверь в свои возможности, в свою счастливую звезду. Поверь в самого себя. Сложный период закончился. Сейчас тебе самое главное выйти из этого, может быть, лабиринта мыслей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.